Здравствуйте, меня зовут Ирина Кононенко, я врач-акушер-гинеколог Ева Клиник, и сегодня мы будем разговаривать с вами про девственность. Я не знаю, как она выглядит, но я знаю, что это точно не пленка, которая закрывает. По моим представлениям, это, наверное, это же какая-то как кожаная вставочка там, не знаю, ну, в общем, я знаю, что это точно не пленка, которая закрывает вход во влагалище. Может, как рамка? С физиологической, анатомической точки зрения девственность – это наличие тонкой эластичной перегородки между входом во влагалище и вульвой. Ну, кстати, я тоже не знала, что в девственной плеве есть дырка. Я тоже думала, что это просто такая полностью... я как-то никогда не задумывалась, что из нее должно выходить месячные. Как и все мы, девственная плева абсолютно индивидуальна, и строение ее очень индивидуально. Она может представлять собой плотную эластическую перегородку с одним небольшим отверстием или с несколькими небольшими отверстиями. Как правило, все они достаточно велики для того, чтобы менструальная кровь совершенно спокойно проходила через эти отверстия и выходила наружу. У некоторых девушек есть полное заращение девственной плевы, и как бы девочка начинает менструировать в 13-14 лет, но у нее болит живот, например, но менструация при этом не выходит, менструальная кровь не выходит за пределы влагалища и скапливается во влагалище. И у меня были в практике клинические случаи, когда было полное заращение девственной плевы, и мы об этом узнали с пациенткой только через 1,5 года после начала менструальной функции. И в таких случаях проводится хирургическое рассечение отверстия в девственной плеве и выпускали вот эту вот кровь. Это было практически там, порядка литра крови за год. Это состояние называется гематокольпоз. Это не опасно, но со временем это сопровождается, естественно, очень сильным болевым синдромом, очень сильными растяжением стенок влагалища. И девочка жалуется матери, что у нее очень сильно болит живот, особенно в дни менструаций. Это можно было бы предвосхитить и профилактировать. Вообще, в принципе, девочка должна посещать гинеколога практически с маленького возраста, с возраста созревания. А это примерно в нашей популяции от 8 до 13 лет, период, когда начинается период созревания. При визуальном осмотре наружных половых органов в большинстве случаев врач может установить, что девочка является девственницей. Каких-то специальных манипуляций для этого не надо. Достаточно развести большие половые губы, и мы видим, что на границе входа во влагалище и вульвы есть вот эта тонкая эластичная перегородка, и, в общем-то, вопросов не возникает. Однако есть 10% случаев, когда отверстие в девственной плеве настолько большое, это генетически заложенный момент, что сказать, девственна девочка или нет, на 100% невозможно. Но, конечно, какие-то признаки есть. Если, например, смотреть уже края вот этого отверстия в кольпоскоп, например, то мы можем видеть надрывы, микротравмы, микроразрывчики, которые зажили. Поэтому, да, доктор может определить с высокой степенью вероятности, девственница девочка или нет, но, конечно же, всегда существуют особенные случаи. Когда мы были в старших классах школы, я и моя лучшая подружка, мы очень сильно волновались предстоящего визита к гинекологу. И так получилось, что она уже была не девственницей, а я была еще девственницей. И так как она боялась больше, чем я, потому что ей было что скрывать, она боялась, что это расскажут ее родителям. Почему-то все этого боялись очень визита к гинекологу. Настолько у нас было сильное волнение, что мы встретились у меня дома и решили сравнить и посмотреть, что увидит врач, и увидит ли он разницу между мной и между моей девственной плевой и ее отсутствием. И я отлично помню этот момент, потому что это невозможно забыть, как мы сидели дома на ковре с зеркальцами и вдвоем просто смотрели друг к другу туда и комментировали. Я вам могу сказать, что даже женщина может остаться относительно девственной до момента первых родов. Это может быть в том случае, когда гимен, это название девственной плевы на латинском языке, имеет вот такое строение, да, то есть
есть само отверстие в девственной плеве достаточно велико, и ткань девственной плевы очень эластична, поэтому разрыва, да, ожидаемого вот при первом половом акте не происходит, как правило, да, просто стенки вот этого отверстия растягиваются, и уже только в момент родов происходит полный разрыв девственной плевы по краям. Это не самый распространенный вариант устройства девственной плевы, но тем не менее он встречается. Так задумано природой для того, чтобы по мере того, как идет формирование репродуктивной системы женщины, да, все мы знаем, что влагалищный микробиоценоз, он меняется на протяжении абсолютно всей жизни женщины. Когда девочка рождается, это одна микрофлора во влагалище. Когда она взрослеет, это совершенно другая микрофлора во влагалище, соотношение палочковой и коковой флоры. И, наконец, когда женщина начинает половую жизнь, и уже тем более после реализации репродуктивной функции, это еще совершенно другая микрофлора. Так вот, природой так задумано для того, чтобы ограничить верхний этаж половых органов, да, шейку матки, саму матку, ее внутренний слой слизистой эндометрий, маточные трубы от инфекций, да, для того, чтобы не было риска развития инфекции. То есть природа так защищает репродуктивную систему женщины для того, чтобы к моменту созревания и способности к деторождению репродуктивная система оставалась максимально здоровой. Да, вообще, в принципе, использование данного средства гигиены вообще никак не противопоказано для девственниц. Однако, перед тем, как использовать данное средство гигиены, девочка должна посетить гинеколога. Почему? Потому что если ее девственная плева имеет устройство одно достаточно большое отверстие, да, через которое выходит менструальная кровь, и введение тампона никак не нарушит его целостность и не будет сопровождаться болевыми ощущениями. Это одна история. Но бывает, когда девственная плева представляет собой мембрану, в которой много мелких, например, дырочек, да, и в таком случае введение тампона может просто нарушить целостность девственной плевы, да, хотя это и достаточно редкий анатомический вариант. Поэтому все же девочкам мы рекомендуем пользоваться прокладками, но если она заинтересована в использовании тампона, то она должна посетить гинеколога, и, в общем-то, доктор после осмотра наружных половых путей скажет, может она использовать данное средство гигиены или нет. Я тоже очень боялась пользоваться тампонами, но я ими, кстати, пользовалась. Мой страх все-таки преодолел себя, и я купила какой-то супер маленький. Я не помню, возможно, я с кем-то проконсультировалась. И мне сказали, что маленький можно. И я этот тампон себе, помню, туда засовывала, но мне было всегда очень дискомфортно, потому что я все время его боялась куда-то там совать. Нет, это абсолютный миф, потому что, ну, я даже не знаю, как здесь выразиться, вот таким диаметром может быть максимальное отверстие в девственной плеве. Может быть, чуть-чуть больше, да? Ну, я не знаю. Есть, опять-таки повторюсь, да, бывает вариант у 5-7% женщин примерно. Девственная плева устроена с одним большим отверстием. Тогда, да, какой бы ни был размер полового члена, края девственной плевы просто растянутся, и женщина не почувствует во время полового акта какого-то дискомфорта или выделений, но это малый процент. Дело в том, что это один из самых больших мифов. Мы можем немножко, конечно, отойти от темы, поэтому средняя длина женского влагалища – это 11-13 плюс-минус 2 сантиметра. Да, вы сейчас удивлены. Длина полового члена не является определяющим фактором, настолько как диаметр. Вот как-то так. Потеря девственности может сопровождаться очень интенсивным кровотечением. Вообще, в принципе, девственная плева является очень-очень хорошо кровоснабжающейся структурой. Там очень-очень много мелких сосудов. Поэтому при разрыве девственной плевы, да, при первом половом акте, может быть достаточно обильные кровянистые выделения из половых путей и могут быть болевые ощущения.
В моей практике был случай, и не один, когда после первого полового акта приходилось посетить гинекологическое отделение для того, чтобы на обрывки девственной плевы наложить гемостатические швы, то есть кровоостанавливающие швы, потому что кровянистые выделения могут быть довольно обильными. Но это казуистичные, крайне редкие случаи. В большинстве случаев половой акт первый сопровождается незначительной болезненностью в норме и кровянистыми выделениями, которые длятся примерно 2-3 дня после него. Поэтому лучше воздержаться от половых контактов в течение 2-3 дней после первого полового акта, для того, чтобы вот эти микронадрывы девственной плевы хорошо зажили и заэпитализировались. Я знаю, что если там хорошо возбудить, то не так больно, но я бы сказала, что я была напряжена, потому что мне было достаточно страшно. Ты как бы так, тебя первый раз видят голой, и ты такой, стесняешься. Ну, то есть в любом случае напряжение есть, и голову отключить оно не получается. Плюс, мне кажется, у нас еще такое мнение складывается, что ты девственная, и ты чистая, и невинная, а ты когда лишаешься, ты вот как будто теряешь этот статус чистоты и невинности. Тоже вот на психологическом плане это тяжело, поэтому полностью расслабиться не удалось. За счет этого, наверное, и был, я не скажу, что это было там супер больно, и я там умирала, просто, неприятно. Может быть, из-за неопытности, может быть, из-за каких-то личностных стеснений. Мы с мужем прошли этот этап очень мягко. Он был деликатен со мной, и он понимал, что мне может быть дискомфортно, больно, да, это как бы неизбежно. Поэтому первый раз он лично для меня, скажем так, не был слишком болезненным, ни психологически, ни физически. Да, мы говорили, что влагалищный микробиоценоз девочки, девушки, женщины меняется на протяжении всей ее жизни. И понятно, что первый половой акт всегда сопряжен с соприкосновением с флорой партнера. Да? Поэтому, конечно же, могут быть и воспалительные какие-то моменты, и бактериальный вагиноз, и кандидоз. Но, опять-таки, если с иммунитетом женщины, девушки нашей, все в порядке, а половой партнер здоров, и при половом акте использовались барьерные средства контрацепции, которые мы рекомендуем, конечно же, то есть презерватив, да, то никаких проблем быть не должно. Операция по восстановлению девственной плевы называется гименопластика. Эта операция относится к малоинвазивным хирургическим вмешательствам. И что она собой представляет? Под анестезией происходит обнажение всех участков девственной плевы, после чего мы иссекаем старые рубцы, которые образовались на месте разрыва, и соединяем их вместе. Да, после чего происходит наложение швов на вот эти вот участки девственной плевы, соединенные вместе. То есть мы ее собираем фактически как мозаику. Так? При восстановлении хирургическом девственности мы восстанавливаем девственную плеву по самому распространенному типу, то есть это мембрана с небольшим единственным отверстием входа во влагалище, да, диаметр которого составляет примерно 5-7 миллиметров. Вообще, в принципе, наложение происходит швов отдельных, они рассасывающиеся, они рассасываются примерно через 2 недели после наложения. Данную операцию необходимо проводить в первой фазе менструального цикла для того, чтобы было время зажить у девственной плевы до следующей менструации. Самый распространенный вопрос, наверное, это увидит ли доктор, что девственная плева восстановлена или не увидит. Сразу могу сказать, что здесь все зависит от, во-первых, возраста, во-вторых, статуса, потому что если у нас, например, были роды, то понятно, что происходит максимальный надрыв в родах девственной плевы, да, края становятся более плотными и амазолелыми, то есть они уже содержат больше соединительной ткани, и
естественно, при заживлении будет больше рубцов, то есть сама девственная плева не такая эластичная. И, конечно, все это зависит от индивидуальных особенностей нашей пациентки. Но если это молодой возраст, допустим, отсутствие родов в анамнезе, то при должном заживлении и соблюдении рекомендаций доктора через 3-6 месяцев после операции даже врачу будет сложно сказать, на 100% это восстановленная девственная плева или это девственная плева физиологическая. Что вот, например, у меня клиентка сказала, что повторная дефлорация, то есть лишение девственности, прошла намного более болезненно и кроваво, нежели ее первый физиологический половой акт. Нет, это миф, поскольку для того, чтобы произошел разрыв мембраны девственной плевы, необходим процесс пенетрации, то есть давление на нее и прохождение. Поэтому нет, я не знаю таких видов спорта, при котором девушка может лишиться девственности. Но нам рассказывали, что одна девочка занималась гимнастикой, плохо размялась, села на шпагат и порвала девственную плеву. Но говорили о том, что она потом срослась и все как бы хорошо, но почему-то тогда у меня вот запомнилось, что на шпагат без разогрева садиться нельзя. Тоже рассказывали, что какая-то там тоже девочка занималась конным спортом. Я, правда, не знаю, как там надо скакать и на чем, чтобы как бы порвать девственную плеву, но тем не менее. Можно? Еще как. Конечно же, после первого полового акта можно забеременеть, потому что сам процесс беременности – это процесс, который вообще никак не связан с дефлорацией. То есть, если у девушки регулярный менструальный цикл, если у нее происходит овуляция, конечно же, она может забеременеть. И нужно помнить, что даже если первый половой акт был прерванным, да, например, то есть сперма и экулят партнера не попали во влагалище женщины, она все равно может забеременеть, поскольку сперматозоиды содержатся и в семенной жидкости, то есть фактически в смазке, которая выделяется половым членом. Ну и также нужно сказать, что попадание спермы и семенной жидкости на девственную плеву даже без проникновения, да, например, при петинге, да, может сопровождаться, во-первых, очень высоким риском развития инфекции, передающейся половым путем, и беременностью. У меня есть знакомая, она забеременела случайно. И она все время, единственное, что всем говорила, я не знаю, как это произошло, затекло. И, судя по всему, она была девственницей еще тоже. Там затекло. То есть достаточно попадания эякулята на непосредственно девственную плеву. Поэтому даже проникновения не надо. Конечно же, девственницам можно и нужно посещать гинеколога. Это даже не обсуждается, поскольку девственность абсолютно не гарантирует нам развитие различной патологии органов малого таза, например, кист яичников, например, эндометриоза, он тоже может быть в очень молодом возрасте. Поэтому это огромный миф. Девственницам нужно посещать гинеколога, как и всем остальным женщинам, 1 раз в год. Да, тема девственности у нас табуирована. Да, об этом не принято говорить. Да, некоторые считают эту тему стыдной. Но на самом деле это совершенно не так. Это физиологично, это прекрасно. И вы не должны стесняться обсуждать эту тему со своим доктором. К этому надо относиться проще. В первую очередь нужно думать про свое здоровье, в принципе, это самое главное. А к чему-то как к святому относиться к этой пленочке не стоит. Быть уверенным в своем партнере, и даже если тебя на секундочку что-то смущает, если тебе кажется, что что-то идет не так, даже по твоим представлениям, всегда надо сказать «стоп», «нет», и попробовать просто в следующий раз при обстоятельствах, в которых тебя будут полностью устраивать. Для меня первый секс, он больше про доверие, чем про физиологию. И когда девочка ставит себе задачу угодить партнеру, да, в ущерб себе, это пугает, это не то, к чему надо стремиться. Самое главное для вас – это прежде всего безопасность.